Не повірите, але це знову Бідняков, знову з Катару. Там досі йде чемпіонат світу з футболу, а Російська Федерація досі бомбить наші міста. Здається, що мало що змінилось за ці пару тижнів. Але насправді ми пережили занадто багато навіть за ці дні. Тому я хочу вас трішечки відволікти на півгодинки для того, щоб у вас відновились сили на боротьбу за нашу перемогу. Тож хапайте смаколик, і поки є світло і працює генератор, давайте подивимось смачний Катар. Ви вже в курсі, що Катар є однією з найбагатших країн світу. Більше того, вона ще й одна із найбезпечніших. Ось вам ще: освіта є безкоштовною для всіх громадян. Відкрито лише один національний університет, але існує купа філій європейських та американських вишів. І бажаючі можуть продовжити навчання у провідних європейських освітніх закладах за рахунок держави. Все це виглядає дуже привабливо, але отримати громадянство непросто. Можна, звичайно, наприклад, вийти заміж за катарця. Я намагався ці дні, але якось у мене не вийшло. Бо для чоловіків схема зі шлюбом не працює. Так, треба ще. Є варіант інвестувати в економіку не менше $3 мільйонів. Тут, вибачте, я теж пас. Хоча багато росіян думають, що мені Байден особисто платить гроші за те, щоб я розповідав, яка Росія погана. Звісно, що Катар далеко не ідеальний. Є купа внутрішніх проблем і обмежень, які зовсім не сподобаються таким волелюбним людям, як ми з вами. Але цей випуск про інше. Сьогодні ми смакуємо Катар. Чемпіонат світу в Катарі зараз у самому розпалі. От поки я пишу цей голос прямо зараз, португальці намагаються відігратися в матчі з Марокко. Але ставлю $50, що їм не вдасться. Ви ж знаєте набагато більше за мене. Як там, вийшло в мене вгадати чи ні? Але поки інша інформація. Наприклад, аж 36 мільйонів людей дивилися матч Японія проти Коста-Ріки. Матчі групових етапів відвідали понад 2,4 мільйона людей. А Кріштіану Роналдо – перший гравець в історії, який забив на 5 чемпіонатах світу. Я, до речі, ставлю на фінал Аргентина-Франція. Ну що я там, вгадав? Напишіть в коментах рахунок. Следующее наше место – Гастродохи. Гастродоха – какой-то супергерой, звучит так. И вот здесь, в этом районе, есть классный ресторан, который пользуется популярностью. Это такой себе Макдрайв, который каждый из нас знает, который грешил. Все мы грешили, все мы там бывали. Давайте правде смотреть в глаза. Макдрайв, как же не заехать, не зайти? Здесь такая же система. Вот эти все машины, которые за моей спиной, они все ждут очередь для того, чтобы заказать. Можно заказать несколькими способами. Можно доехать до окошка, заказать официанту. Вот сейчас парень разносит заказ, я так понимаю. Можно подойти вот сюда непосредственно самому, ножками, и тоже сделать заказ. Я заказал это все у официанта, сейчас мне принесут мой завтрак. Напишите в комментариях, кстати, кто старался пешком сделать заказ на Макдрайве своими ножками, но вам ничего не продавали. Напишите жалобу в полицию жалоб. Она находится прямо вот в этих комментариях. Пишем. У меня такое было в Полтаве. Я заказал 2 чапати себе, часто заказываемые. Для того, чтобы сделать выводы, какой вкуснее, я заказал себе просто с яйцом, и второй взял с яйцом и томатами. Пробуем, поехали. Что здесь у нас? Яйцо внутри и какой-то йогурт. Но я думаю, что это может быть вот этот вот сыр как раз плавленый, который я уже ел и пробовал. А это классно. Это сыр. Это плавленый сырок. Какой мягкий этот блин. Прям в нашем понимании блин. Вот когда дома жаришь на сковородке сам для себя. Хорошее такое тесто. Это вкусно. И это вообще не сухо за счет вот этого сыра, который там есть, вот этот расплавленный. Меня он сразу возвращает, конечно, в детство. Омлетная шаурма. Очень хорошая тема. Теперь я понимаю, почему вот эти все машины, причем машины не из бедных, почему они все здесь стоят и ждут своей очереди. Поехали, пробуем с помидором. Мне нравится. И
Но знаете, что интересно? Я заказал себе изначально чапати просто с яйцом и сыром. Думаю, наверное, будет сухим, и возьму себе еще с помидором. И вот сейчас я понимаю, что мне больше нравится сыром и яйцом. Объясню почему. Обильное количество помидора здесь убивает всю эту сладость. И вот это просто кислее. И мне больше, наоборот, нравится яйцо с сыром за счет вот этой вот сладости, которая есть. Прям, я не понимаю, в чем залог этого успеха, но мне очень вкусно. Прекрасный вариант завтрака. Если быстро перекусить и пойти дальше по своим делам, то сразу вот пляж, можно искупаться. Отличная точка. Запоминайте, записывайте, приходите. Хліб, коржики, млинці і інша проста випічка – це взагалі невід'ємна штука у катарській кухні. Без тіста в Катарі не обходиться практично жоден прийом їжі. А в деяких стравах хліб навіть є одним зі слоїв. Але такий простий перекус, як ці млинці – це велике виключення з місцевої кухні. У більшості випадків ваш стіл буде прогинатись від кількості тарілок. Зазвичай я не дуже люблю заходити в заклади, що виглядають яскравіше за костюми Полякової. Все це попахує надмірним пафосом. Зазвичай це просто стилізовані під національний колорит забігайлівки для туристів, де буде невиправдано дорого і несмачно. Але цей заклад виявився не з таких. Легенький такой вот перекус себе заказал на одного человека. Успокойтесь сразу же, я, естественно, это сам не съем. Есть со мной люди, которые прилетели, еще они с удовольствием это доедят. Я это заказал для того, чтобы показать вам, какое разнообразие здесь есть всевозможных блюд. Начать я хотел бы вот с этого. Пока это горячая лепешка, запах нереальный. Обожаю лепешки из тандыра. Это просто что-то с чем-то. Пробежимся быстро по мясу. У нас есть пистолетики, баранина, есть кебаб из баранины, курица, телятина. И все это посыпано гранатом, грецкими орехами и зеленушкой. Кожному поважаючому себе місцевому ресторані буде куточок для приготування м'яса на вугіллі. Це сакральний процес, відточений до дрібничок і мілісекунд. Катарці вважають, що вічно дивитись на вогонь можливо лише тоді, коли на ньому смажиться м'ясце. Наверное, это кинза. Сейчас я... Нет, здесь мята есть. Очень интересно. Вообще не ожидал мяту. Прям думал увидеть кинзу. Не, кинзы нету. Во всяком случае, пока то, что я пробую, кинза вообще не чувствуется. Тоді я ще цього не знав, але це табулех. Салат з м'ятою, петрушкою та булгуром, заправлений олією і лимоном. Це одна з найпопулярніших суто катарських страв. Это шикарно вот для нас, для болельщиков. Когда мы собираемся в мужской компании, мы хотим где-то посидеть, у них вот это блюдо на самом деле есть на 8. Все это растягивается на длинной деревяшке, выносится, кладется вот так вот на стол, и на 8 человек, 8 мужчин, ребят, девушек, неважно. Кто любит мясо, это все жадно поглощает. Единственное, чего здесь мне не хватает, как болельщику, это, конечно же, пиво. Вот сейчас бы пивка, да под мясо, да классной компании, да перед матчем, да размяться, покричать вот эти кричалки и потом дружно идти на стадион. Но пиво здесь, в этой части города, вы точно не найдете. Вот это салат из арбуза. Вот так вот это выглядит. Похоже это на десерт, но это вот красное арбуз, а белое это сыр. Это не свежий арбуз, пахнет как... Да, это маринованный. А я думал, это свежий арбуз, прям уже... А, маринованный. Сейчас будем пробовать. Интересно, я первый раз такое вижу. Непривычно говорить, что это салат. Ну какой же это салат? Но они называют это салатом. И мне он зашел. Не то, что зашел, он залетел. Это даже основное блюдо.
Очень прикольно. Два ингредиента, по сути. Арбуз и вот этот сыр. Баранина. Ай-яй-яй, щетяка вкусная. Не резиновая. Легко отделяется от косточки. Я люблю очень баранину. И это хорошая. Вот это хорошая баранина. Чи ви бачили колись, як виглядають зі сторони люди, які знають англійську і можуть дивитись фільми та серіали в оригіналі? От, наприклад, Андре. Hey, where are you going? А як виглядають ті, хто ніяк не дійде до навчання із професійними викладачами? Як от Андріоніс. Я знаю. Table, cat, cat, dinner, dinner, dinner. Якщо ви завжди хочете виглядати стильно, як Андре, то заходьте на сайт онлайн-школи англійської мови EnglishDom. І для початку ви можете пройти тест для визначення вашого рівня англійської. Або вже в індивідуальних уроках віч-навіч про це подбає ваш викладач мрії. Він або вона точно надихне вас і гарантує вам прогрес у вивченні англійської мови. Заняття віч-навіч відбуватимуться в інтерактивному онлайн-підручнику. Жодних зошитів, роздруківок, PDF-файлів. Ви самі обираєте місце та час для занять. Потрібен лише ноутбук чи смартфон та інтернет. EnglishDom пропонує не просто уроки. Це ціла екосистема освітніх продуктів, які занурюють вас у мовне середовище. Розмовні клуби онлайн, фільми англійською із субтитрами, мобільний тренажер слів ED Words, домашні завдання у смартфоні тощо. Nice joke, nice joke. А я хотів вам дещо сказати. Переходьте за посиланням в описі та записуйтесь на перший пробний урок безкоштовно. А за моїм промокодом Бідняков отримуйте 15% знижки при купівлі курсу. Я далі фільм буду дивитися. EnglishDom. Надихаємо вивчити. Давайте будемо відвертими. Ви чули щось про національну кухню Катару? Ну, навряд. Навіть в Досі знайти ресторан традиційної кухні не так то й просто. Трушні страви Катару ви скоріше зможете скуштувати на екскурсії до бедуїнів у пустелю. Там спеціально для вас все приготують на відкритому вогні за старовинними етнічними рецептами. Але враховуйте, що не так вже й багато продуктів було у бедуїнів. В основі їх кухні м'ясо, фініки та вірблюже молоко. Страви, виготовлені з тих продуктів, можуть, звичайно, вам здатися трохи дивними на смак. Але в ресторанах смаки будуть достатньо звичні. Пахнет вкусно баклажаном. Тоже присыпали грецким орехом. Вот жареный лучок сверху. Сладкий баклажан. Немножечко горчит. Вот немножечко. Но вообще не критично. Ой, такие специи здесь, приятно. Хорошая закуска. Ну, прям, вот как грузинский салат с баклажаном. Не то, что как салат с баклажаном, а вот грузинский, когда выносят рулетики баклажана, тоже очень, очень похоже. Ну, потому что, естественно, это баклажан. Но это намного мягче. Прям это, вот эту смесь можно прям намазывать себе на лепешку. Я сейчас попробую даже это сделать сейчас. Конечно, лучше это делать, когда вот только принесли лепешки, когда она еще не успела подсохнуть. Она мягенькая. Класс. Во. Курочка. Мягенькая, желтенькая. Не зажаренная. Такое оно все. Ну, оно очень нежное. Ну, как с картинок, да? Сделали, очень красиво. Когда смотришь эти фильмы «Аладдин», эту Персию, прям так красиво, вот как там. Смотрите, столько разных цветов, здесь сколько цветов? Ну, просто пять разных, все очень ярко. Еще эти яркие тарелки. Это тоже закуска, оливковая закуска. Видите, она... Тут есть даже цельные, по-моему, внутри находятся оливки. Вот она, например. А это все, это как перемолотые оливки вместе с грецким орехом, посыпанные гранатом. Ой, кислая-кислая. Причем даже гранат, который сверху,
Он тоже не сладкий. Такой кислый-кислый. Не, ну хотя вот сейчас мне попалась сладенькая, потому что до этого была кислая. Думаю, ну как, все такое кислое. Все. Почему для меня это место кайфовое? Много мяса, что немаловажно, мясо вкусное. Есть у тебя на столе все, что угодно. Есть сладкое, есть кислое, есть соленое, есть свежие овощи, салаты свежих овощей, есть овощи-гриль. Поэтому для компании, да и даже если ты пришел сюда один или с любимым человеком, прекрасно можно сесть, заказать просто порцию поменьше и классно провести время. Муа! Мясо свежайшее, вкусное. Вот на мясе они большие молодцы. И даже несмотря на то, что здесь нет алкоголя, а хотелось бы, конечно, под мясо чуть-чуть до чего-то и хряпнуть, все равно можно провести классное время. Заказать себе фреш и вкусно, классно поесть. Ну и для полного ощущения вот этой восточной сказки я сейчас это все доем и станцую вам танец живота. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. При тому, що м'ясо тут люблять, в основному воно імпортується з інших країн. А от завдяки широкій береговій лінії кухня Катара багата морепродуктами. Але, якщо чесно, я не пробував, лише прочитав в інтернеті. Хто знає, чи правда це, напишіть, будь ласка, в коментах. Що я точно зрозумів, безліч ресторанів люблять триматись більш європейських страв або запозичених з більш багатих на кулінарні традиції арабських країн. Хумус, шиш-кебаб, карі і все таке інше. Але це зовсім не означає, що це не смачно. В готелях, безумовно, бувають круті ресторани. Але я все ж таки стараюсь виходити в місто. Та про шефа цього закладу мені прожужжав всі вуха метрдотель. І я не пожалкував, що спочатку зайшов сюди просто на вечерю, а потім і на зйомку. Однозначний рекомендаціон для всіх любителів м'яса і традиційних десертів. Тобто ідеально для мене і моєї коханої. Її Настя звуть, якщо хто забув. Ну что, еще одно место. Давно я вам ничего не советовал, не показывал, не говорил, где вкусно поесть. Что самое интересное, я долго думал, вообще мы, командой, которые сюда приехали, долго думали, показывать ли вам этот ресторан или нет. Он находится в отеле, в котором мы остановились. И мы вот здесь несколько раз ели, и вкусно было. И мы такие, ну показать, не показать. Потом я говорю, нет, все, давайте покажем, почему бы и нет. Если вкусно, пожалуйста. А там уже сами захотят. Придут поесть, пускай. Не придут, все равно пускай приходят, тут реально вкусно. Поэтому добро пожаловать за наш скромный, маленький стол. У арабов есть такое понятие мизе. Это называется, когда ты заказываешь много разных блюд, а потом это все шеришь друг с другом. А не то, что когда ты приходишь в ресторан, мне, пожалуйста, вот греческий, я буду исключительно курицу, а я буду борщ, и все, и каждый ест свое блюдо. Нет. Они берут много разных закусок, основных блюд, ставят это вот так вот на стол, а потом кто что хочет себе из вашей большой компании, тот то и берет. Все очень просто. Я сегодня один, но мысленно я ужинаю сегодня с вами, с каждым из моих подписчиков. И даже с тем, кто смотрит это видео, но до сих пор не подписался. Так, здесь у меня, что у меня? Здесь у меня есть сыр-гриль. Есть креветки. Вот они, большие, смотрите, в панировке. 5 видов хумуса. Очень красиво это выглядит. И я, как любитель и обожатель хумуса, вот это для меня самое главное. Я вот туда руками тянусь. Есть салаты. Есть суджук. Сирийская кухня, кстати. В Сирии есть 2 вида суджука, местный и армянский. Вот это вот армянский. И мне вот признался сам сириец, который тут работает. Он мне говорит, мы не стесняемся говорить, нас вот армяне учили делать этот суджук, потому что у нас очень много армян. Поэтому всем армянам привет. Вот ваш суджук, сейчас будем есть с него и начнем. Ну, хороший суджук, чё ж нет? Хотел сказать, похоже на нашу кровянку, но нет. Не настолько прям у этого специфический вкус. Не настолько мощный, потому что нашу кровянку берешь, когда сразу так во всю грудь ты дышишь этим вкусом и запахом. Здесь не так, здесь чуть-чуть попроще. И я перехожу к хумусу.
Вот я прям очень и очень хочу хумус. Традиционный. Боже, я обожаю эту историю. Помню, когда вот такие командировки были в Оман или в Иорданию. Боже, это так было вкусно. Это вот эти постоянные лепешки. Суджук. Сюда делаем бутерброд. Ну и давайте сюда еще огурчик. А теперь представьте, когда вы сидите за столом большой семьей, у вас ужин, обед, неважно, или просто компанией, друзьями вы собрались. Это же здорово, когда много всевозможных вкусностей на столе. И ты взял кусочек отсюда, укусил там, попросил, чтобы тебе передали там 5-е, 10-е, 17-е блюдо, неважно. Это же, ну так по-компанейски, что ли, это душевно. Поэтому мне сейчас, если честно, немножко скучно. Давайте так, вот вы сделаете себе бутерброд прямо сейчас с докторской колбасой, неважно, с копченой, там, какой хотите. Просто сделайте бутерброд. Я даю вам там 3 минуты. И возвращайтесь с кухни сюда, и будем вместе есть. Через 3 минуты встречаемся. Время пошло. А, я еще забыл про вот эти маленькие пирожки. Смотрите, какие симпатичные. Это называется киппе. Похоже на мини-котлету по-киевски. Интересное такое. Есть даже соус специальный. Прям буду в него сейчас я хоп. Такой кислый, жидкий хумус. Ощущение вот этого соуса. Поехали. Ну, кисленький такой. Ух. Смотрите, мясо сколько. Фаршированный пирожок. Фаршированный пирожок. Так когда-то мой дядя в селе тачку себе взял. Поставил туда на коробку передач паука. Поставил магнитолу, и все называли: о, это фаршированный пирожок едет. Фарш и мелко порубленные орехи. Здесь вот я вижу. А вот эта оболочка, это булгур. Очень сытная. Но без соуса сухо, поэтому вот этот соус необходим, must have, как его еще назвать, поэтому он такой кисленький, жиденький. Я думаю, не зря его сюда поставили. Это идеальное сочетание. Ну и помимо шикарных закусок, которые я вам уже показал, показываю вам, какие здесь есть основные блюда. Як ви розумієте, упор здесь на м'ясо. В арабській кулінарії використовується переважно баранина або телятина. Потім іде козлятина і птиця. Свинини, як розумієте, тут немає. Зараз ви дивитесь на витвір баранячого мистецтва. А вот это, ну вы посмотрите на это, ребят. Вы только посмотрите, гляньте, взгляните. Направьте свой взор на эту тарелку. Какой кусман мяса. Ох, тоже очень... Смотри, хоп, и все. Вот я люблю это, мне так нравится. Я кайфую просто, вот, когда можно доставать косточку, отделять мясо от кости, я просто тащусь. Это будет очень сочно и очень, я уверен, вкусно, потому что запах потрясающий. Какое вкусное мясо. Номер 2 мое, где я только пробовал. Первое где? Правильно, во Львове. Мне нравится мясо в арабских странах, тоже это очень вкусное. Ему приделяют стільки уваги. Вот, посмотрите, хороший жирок. А, тут же есть еще соус. Хочется попробовать с этим соусом. Это божественно. Ну, давайте. Надо есть баранину, пистолетики, пока они еще горячие. Потом не так вкусно. Я не понимаю, почему у них такая вкусная барашка. Ну вот, ты же я второй раз уже пробую здесь, и мне прям... Вот любители мяса в Катаре точно не останутся голодными и не будут недовольны. Тут прям вибір шикарний. Якщо задатись метою знайти саме катарські назви страв, то такі тут є. Хоч в більшості своїй це і інтерпретація страв всього регіону. Наприклад, капса – блюдо з довгозерного рису басматі, м'яса та овочів зі спеціями. Аналог плова чи бір'яни.
родом із Саудівської Аравії, але дуже популярна у Катарі. Або тхарет – це по суті рагу, морква, квасоля, цибуля та картопля з куркою або бараниною, і все це з томатним соусом та спеціями. Єдине, що хліб кладуть на нижню частину страви, щоб він увібрав всі соки з рагу. Страву ще називають арабською лазаньєю. Пробуем. У меня уже нет сил, ребята, я просто уже не могу. Это все есть и просто это... Такой костра, привкус костра. А это вкусно. Ой, это хороший десерт. Я изначально, когда мне его вынесли, думал, что опять вот эта вот лапша макароны, которую мы уже ели, она мне не зашла. А это такой сладенький, хороший. Плюс еще добавляет вот этот вкус костра, ребята. Это сразу такое воспоминание. Переносится куда-то туда, где было тепло, классно, беззаботно. Ну, сахара здесь, конечно, полно. Вот моя дочь бы это сейчас бы с удовольствием бы ела. Наверное, может и нет. Она ест все, где есть сахар. Причем сыр не сладкий. А слово вообще. А тут же еще есть у нас вот такой соус. Это очень похоже на турецкие сладости. Вот такой сладкий этот сироп. Если вдруг кому-то не хватает сахара, налейте этого сиропа. И вообще будет такое сладкое-сладкое. С виду очень похоже на лазанью. И вообще нет никакого ощущения, что это десерт. Но это десерт. Такое плотное. Тут несколько слоев. Здесь реально вот как десертная лазанья. По запаху я слышу сливки, как Наполеон. Вот кремовый крем такой, как Наполеон. Вот прикольно. Я вам серьезно, я вообще не ожидал. Вот по запаху, как Наполеон, честно. Но мне это даже и напоминает где-то Наполеон. Вот сейчас представьте, как объяснить. Представьте омлет. Только омлет сладкий. И по вкусу это Наполеон. Вот сливки, крем. Но такое ощущение, что реально ты ешь вот омлет. Очень-очень интересно. Это вкуснее, чем мне больше, например, вот этот десерт понравился, чем этот. Тяжело говорить просто, когда ты целый день снимаешь. Вы-то думаете, что... Ну как, ну что, пожалуйста, там рассказал. Что так мало ты расскажешь про еду? Ребят, мы за 4 часа снимаем 4 заведения, можем снять. И в каждом заведении вот там выносят по 2-3 блюда. Я выкатываюсь. Я просто выкатываюсь. Я съедаю этого угля потом у себя в номері тонну. Фінал чемпіонату світу відбудеться ось-ось, ви бачите його, 18 грудня. А це одночасно і Національний день Катару – державне свято на честь здобуття Катаром незалежності та об'єднання країни. А цей випуск аж ніяк не фінал року на цьому каналі. На свята чекайте спеціальний сюрприз. Випуск зі Львова. Так, розумію, знов Львів, але ні, знов Львів. Ось такі мають бути емоції. Бо в коментарях під минулим було стільки прокльонів, мовляв, а чому цей бородач не зайшов туди, а ще це можна було показати. Окей, домовились. Поговоримо ще раз. Тож до зустрічі біля Шевченка. Та в фокусі візьми мене хоча б. Що за оператор?